Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это первая серия аниме 2024 года Кайдзю номер 8. Итак, дорогие друзья, я не стану лукавить, первые две серии я уже посмотрел. И это аниме мне так зашло, вот серьезно, так зашло, что вот прямо захотелось посмотреть полностью вот именно на канале. Оно мне вот так понравилось по целому ряду причин, которые я уже озвучу в обзоре. А сейчас маленькое, скажем так, превью представления. Но я почему-то уверен, что многие уже в курсе про это аниме, но все-таки предварительно расскажу о нем, потому что для меня было большое удивление, когда я узнал некоторые факты. Сама манга написана и проиллюстрирована мангакой Наои Мацумото. Публикуется в сервисе цифровой манги Shonen Jump плюс издательство Сёйся с июля 2020 года. И это первый момент, который меня удивил. Манга относительно новая. Потому что если подумать, то у нас на канале многие вещи в основном классика. В основном классика, уже признанные шедевры, вещи, которые, кошмарно мне импонируют. Некоторые, может, и не такие шедевры, некоторые вообще забытые произведения, просто которые мне было любопытно посмотреть. Но это вот первый факт, который меня реально зацепил. В Японии монстры, известные под названием кайдзю, кто бы говорил, да ладно, регулярно нападают на население, и силам обороны Японии поручено их уничтожить. Но мне кажется, все понимают, что кайдзю это просто, знаете, это один из столпов. Это один из столпов всей поп-культуры Японии, да. Ну а само аниме вышло как раз в 2024 году, и уже на 2025 год официально анонсировано продолжение. Так что я с удовольствием посмотрю это аниме сейчас и буду ждать с нетерпением второго сезона, точно так же, как я и жду третьего сезона саги о Винланде, которые обязательно также начну на канале. Ну ладно, не будем затягивать сейчас вступление, так что погнали! Мне кажется, мы видим это Токио. Ну да, ясное дело. Штаб, я Альфа-2. Точки 1, все тихо. Штаб Альфа-2. Продолжайте наблюдение. Такая пасмурная погодка. И явился. Внимание, кайдзю тревога. Обнаружен кайдзю. Внимание. Ну, ребята, мне кажется, лишнее говорить, что здесь это отсылка на Годзиллу. Это просто, знаете, ничего не сказать. Предполагаемый эпицентр активности. Цель направляется из Ятабаси в Ямасита-Тё. Вы посмотрите, а? Кстати, я не заметил. Фортитуда 3,5 балла. Прием. Я не заметил, кстати, этого факта, что у них даже светофоры готовы под кайдзю тревогу. Я этого в прошлый раз не обратил внимания. Ну и на Годзиллу он не похож. В радиусе 3 километров нет типовых сигналов. Принято. Всем отрядам открыть огонь. Повторяю, открыть огонь. Есть. Выманиваю цель в зону обстрела. Огонь! Надеюсь, получится его отвлечь. О, как. Думаешь, кого пришлют? Ну, раз он в Йокогаме, то третий. А, это Йокогама. Ну и пошли супер бойцы, солдаты, мощные чуваки из третьего отряда, чтобы завалить этого нехорошее существо этого. Господи, что я несу? Экшен очень красиво прорисован. Одним кадром, когда... Прямо видно вдохновление от Атаки Титанов на самом деле. Там вот эти одним кадром, когда все делают. К слову, обожаю ее пушку. Я же когда подумал, черт, я тоже такую пушку хочу. Особенно представляете, какая от нее отдача, а?
Вот эта отдача должна быть. Она должна улететь вообще. За 3-9 земель. Кайдзю номер 8. И вот этот момент, вот когда я тут впервые... Я просто офигел. Я просто реально не ожидал такого. Капец, они его по округе размазали. Он, блин, придется пахать сверхурочно. Ну все, за работу. Есть. Как они все это реально убирают? И Вот вновь нереально. третий дивизион возвращается с победой. Благодарные жители рукоплещут своим героям. Они победили Кайдзю и не допустили жертв среди населения. Третий Говорят, даже дивизион капитан — Асера храбрые здесь. защитники нашего счастливого будущего. Прямо Джонни Вы Депп в только Японии. послушайте, с каким восторгом их встречает публика. Народ, Мы пострадавших убедительно заснять не просим забудьте. жителей Йокогамы Ой, извините. сохранять бдительность на случай появления Жду отчет на сателлитов. стол. Лады. Ну как они прошли мимо друг друга. Драматично. Вот это меня реально поразило. Здесь очень большой акцент сделан на том, Когда уходят силы обороны, начинается наша битва. что надо все это убирать в итоге. Понимаете? Вот только нам никто не рукоплещет. Это да. И даже спасибо не говорит. Вот это да, это обидно, реально обидно. Но мы бойцы невидимого фронта. Классно сказано. И мы тоже вносим вклад в войну с Кайдзю. Кавка Хибино. Так образцы требуют. Спасибо. Идет! Жирный слишком, не разрезать! Тащите термическую пилу! Сейчас будет. Да, фигня, тащите. придурки? Она упустили обратно! Живо! Тащите носилки! Не боись, ты просто кожу обжег. Со мной такое раз 100 случалось. Главное, не забудь потом отчитаться. Этот Кавка такой, знаете, После третьего дивизиона кишки по всему городу. опытный. Поди еще тут органы найди. Кишки, понимаете, сок. Какой же бедлам, а? И как там прикажете до конца недели управиться? До конца недели вот это. Я бы даже месяц. Пойдешь со мной? У нас людей не хватает. А где именно? На кишечнике. Это реально. Начальство дало добро. Вперед из песни. Земля пухом! Мне, конечно, рассказывали, но неужели на кишках все правда так плохо? А ты только подумай, дружочек, какой клад там внутри. После работы с кишочками еще долго есть не сможешь. Знаете, это должно быть смешно. Но, блин, это реалистично так. что- Задолбался! Ну какой же прелестный у панды медвежонок. Скорее бы увидеть, как он подрастет. Эта вонь до сих пор в носу стоит. А теперь перейдем к следующему репортажу. Я себе представляю, реально жалко чувака. Дивизион сил обороны героически справился с очередным кайдзю. Ура нашим бесстрашным защитникам! Ура! А повела воинов в бой никто иная, как всем известная капитан Мина Асера. Ага. К своим 27 годам она не только стала самым молодым капитаном, но и победила уже под 100 чудовищ. О. Настоящая героиня. Мило. Мы вдвоем избавим мир от Кайдзю. Ну, ясно, друзья детства. Красота и элегантность Мины Асера вкупе с ее подвигами снискали ей всенародную любовь. Не зря ей пророчат место будущего главы департамента. О как. Ребята, Не курить терпится плохо. узнать, что ей уготовило будущее. Обидно, да? Я его понимаю. Я очень его понимаю. Вы даже не Я представляете. только в жизни так провинился. А? Хороший вопрос. Не смей загоняться! Не! Чистильщики тоже не лыком шиты! Мы трудимся на благо общества! Я живу в классной хате. Живу, Нифига. что хочу. Твою мать. Сопля, нашел на что жаловаться. Вы не представляете, как я его сейчас понимаю. А, как же башка трещит. Нечего было долбаные новости смотреть.
Да, как будто вот ничего не пил, ничего не бухал, а башка с похмелья все равно. Всем здорово! О, Кавка, ты вовремя! Эй, поди сюда! Я пойду инструменты подготовлю. Спасибо! Кавка, Прив, что дел? Прошу любить и жаловать. Это Итикава. Он будет у нас подрабатывать. Прикинь, в силы обороны метит. Ну ага. Ты ж раньше тоже туда хотел, да? Правда, потом забил на это, и теперь чисто наш человек, а? Офигеть, представил. Да, Ах, круто. Блин, зачем нашего новенького-то пугать, а? Почему? Почему вы в итоге сдались? Не поймешь ты. Вырастешь, поймешь. Ты не подумай. Я так-то из кожи вон лез. Но, как говорится, выше головы не прыгнешь. Я типа, ну, как там, уперся в потолок, да? Понял? Короче, вот так. С возрастом поймешь. Не пойму. Потому что не сдамся. Да, все так Сдохну, говорят. но вас не пойму. Все так говорят, Я не все. хочу. А то, что... Пойду переоденусь. Ёлки-палки. А я-то думал, вы с ним подружитесь. Да за что, блин? Тут даже слов не подберешь. Все как дешевое оправдание звучит. Да! Чем вообще плохо? То, что я отказался от мечты, а? Вот. Ладно, парни, погнали. Бригада Мики, вы продолжаете очищать кости. Это одна... А поцелее пойдут в Идзумутек. Оки-доки. Йосимура, твои займутся задними лапами, их можно сразу в утиль. Новичок, ты на кишки. За мной. Есть. Туда тебе! Ты с нами, Кавка, шевелись. И меня туда же! Ты за что? 2 дня подряд Да, Ты ж по ним настоящий спец. козел. пить с вами! Займусь я этими кишками! Ну это правда обидно. Постоянно ноет, а никогда не отказывает. А, Хороший был бы боец, если б в силы обороны прошел. Прикалываешься? да. Накоси, выкуси. Ну да, сам тоже. Стебутся над новеньким. Вы заметили, у него живот Ты больше на обед ничего не прихватил? у Кавки. Животик уже. Сейчас кусок в горло не лезет. А то. Ну еще бы. На, Ну что еще? забирай. Будешь голодным сидеть, до вечера не протянешь. Мультивитамин. Поверь опыту. Да нормально со мной И все. вот, воткни в нос. Сними чудо полегче. Дядь, я вообще ни слова твоего не понимаю. Но спасибо, оставь себе. Что ты заразился? Вдыхай в нос и все. А? Эх, молодо зелено, новички все такие. Работаем, ребята. Да. Ну, ребята, знаете, по факту, да, у любого животного есть пищеварительная система. А вот, Шмотки все таскают сами. пожалуйста. Все молодцы. Всем спасибо. Счастливо. Ага, спокойной ночки. С самым вонючим закончили. И на том спасибо. Ну? Ну, все, отчет составляет. О, Итикава. Ча, пришел мне за затычки мстить? А? Дядя, благодаря вам я пережил первый день. О, да. Большое спасибо. Я все сказал. Спокойной ночи. Кстати, возрастной порог подняли до 33 в силах обороны. У них сейчас с набором проблемы. Понимаю, не мне, конечно, вам советы давать. Вы были явно расстроены тем, что отказались от своей мечты. Хороший парень. Ну, мне-то вообще плевать. Если ошибся, можете эту информацию мимо ушей пропустить. До свидания. Итикава. Спасибо тебе. А ты, оказывается, довольно неплохой малый. Информацию то, что... Вы знаете... Почему? Мне на вас плевать!
Ну я не испугался, я знал. Ребят. Самоотверженно какая-то сделал. Сателлит? Сателлит, значит, называется. Итикава, беги! Со всех ног вали отсюда! Настоящий мужик. Как уберешься, вызывай подмогу! Вы один эту тварь не завалите! А вдвоем мы что сделаем? А вдвоем Ты типа же силы завалим? обороны хочешь? Самому-то не жалко будет здесь сдохнуть! Слишком долго болтайте, там у вас монстр над вами. Ну давай. Я здесь, тварюга! Это какие яйца надо иметь, а? Вот какие яйца надо иметь, серьезно. А он очень быстрый для этого. Туда! Нет, он может от него убежать. Смотрите, какой он быстрый, а? Удрал. Сюда не пролезет. Вашу мамашу! Уважуха, вашу мамашу. Ну, ясное дело, да, через окно выпрыгнуть и не порезаться. Но это, видимо, после очередной атаки. Все разнес. И дома наши, и школу. Флэшбэк. Да чтоб все эти кайдзю сдохли! Я ж почти прошел Гурамбона! Так ты из-за игры грустишь? Я его понимаю. Если бы мне помешали бы пройти какого-то босса в игре. А у меня вот Мейка моя умерла, не успела убежать. Ой. Это твоя кошка трехцветная? Я вырасту и пойду в силы обороны. Дура, ты же еще соплячка совсем. Будто ты не в началке учишься. Мийко. Здесь был Кавка, здесь была Мина. Ну ладно. Посмотрим, кто из нас станет самым крутым бойцом. Да Мы вдвоем избавим мир от кайдзю. Да мы уже и так поняли, кто из вас стал более крутым бойцом. Черт, не о такой я жизни мечтал. Это да. Вашу мамашу! Я тебя не боюсь, кайдзю! По лапе надо бить! По лапе! Ударил. Но почему же все так обернулось? Посмотрим, кто из нас станет самым крутым бойцом! Видимо, он только ногу задел, да? Я там видел только ногу. Аух. Ну, в кишечник я бы к нему точно бы не хотел. Конец. Итикава? Кретин! Зачем? Я вызвал подмогу! Да при чем тут эта подмога? Если я брошу вас здесь помирать, то путь силы обороны мне заказан! Результаты экзамена. Ау. Зараза! Набор силы самообороны. Твою мать! Гадство! Я же ничего не могу сделать! Ну да, сейчас ты не точно не можешь. Черта не изменилась! Я никого не смог защитить, ни приставку, ни кошку подруги, а теперь и мальца с работы! А теперь и мальца с работы. Ненавижу!
Работы прибавилось. Цель уничтожена. Есть раненые. Начинаю спасательную операцию. Игараси, Такараги, позаботьтесь о раненых. Третий отряд сил Остальные пойдут со мной. самообороны. Надо проверить, нет ли здесь других. Шикарная девчонка. И котяра у нее Не двигайся. шикарная. Просто лежи. Да, мне кажется, он имеет полное желание сейчас лежать. К слову, рисовка очень супер. Вот прямо от души. Вот прямо, знаете, не представлял я, как должен выглядеть город после сражения против Кайдзю, которого победили. А вот это просто реально дает сильное представление. Ну, хотя бы не у себя дома лежит. В палате госпиталя. Какая же мина крутая. И то лучше. Мигом разобралась с этой огромной тварюгой. А я только сопли жевать и могу, неудачник. Черт. Дядя, когда вылез Кайдзю, вы сказали мне бежать. Да. Знаете, если бы вы не спасли меня, я бы здесь сейчас не лежал. Это верно. Вы очень крутой. Посмотрим, кто из нас станет самым крутым бойцом! Знаете, каково это? После... Все-таки вам самое место в силах обороны. Хотя решать только вам, дядя. Мне-то вообще пофиг. Ага. Прав, я же не могу всю жизнь убегать и прятаться. Не могу! Спасибо, Итикава. А спасибо есть за что Хороший говорить. ты все-таки пацан. Да. Нет ничего постыдного в том, чтобы сдаться. Но врать самому себе — это уж точно не дело. Ладно, попробуюсь еще разок в силы обороны. Вот тут я думал, что за херня творится. Это что такое? Откуда это взялось? Почему это взялось? Нашелся. Кай! Кай! Дядя? Вот тут я прифигел, на самом деле, вообще беспричинно. Нам вообще отсылку не Раны дали. болят, что ли? Дядя! Да. Привет. Час от часу не легче. Итикава, это я, Кавка! Не ори, пожалуйста! А как... Ну да, ясное дело. Это Со вызвал. Валим отсюда, дядь! Ребята, первая серия «Человек, превратившийся в монстра». Ну, ребята, честно вам скажу, еще одна из причин, почему я хотел смотреть, это я второй раз смотрю, ну, блин, смешно, как в первый раз. Но это реально забавно. Это реально забавно. Смотрит отражение в окне. Чё за... Это реально забавно. Вот тут это обоснованная шутка, реально сильная. От того, что их сейчас придут мочить, а они даже не понимают, за что. Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал горгушей на Бусти, где я выкладываю все созданные мной видео раньше, не вырезая музыку и не маскируя картинку. Также большое спасибо за отдельный донат на Бусти. Мне очень приятно делать для вас данный контент, и будет вдвойне приятно, если вы поддержите меня звоном монет. Ссылка в описании. Также выражаю большую благодарность спонсорам канала, Гаргульчикам и Гаргулятам. По скриптам, код GES выкладываю на Бусти без ограничений в открытом доступе. Так, дорогие друзья, на самом деле очень много о чем хочется поговорить, очень много о чем. Обзор такой, возможно, затянется. Вы понимаете, в чем дело? Во-первых, начнем с
вообще с того, что из себя представляет данная история, вообще данная концепция истории, понимаете, лор. Короче, вы понимаете, есть монстр, который нападает на города Японии и разрушает их. Ну, тут далеко не надо идти. Это вдохновлено, ясное дело, вдохновлено одним из величайших, возможно, первых кайдзю всех времен и народов. Это Годзилла, великий и неповторимый, великий зверь, который олицетворяет собой гнев самой природы. Вы понимаете, в чем дело? Годзилла — это существо, которое символизирует очень нестабильную геолокальную ситуацию, в которой находится Япония всегда. Вот там нам прекрасно показали моменты с тревогой. Кайдзю тревога. Обнаружен кайдзю. Эта тревога, там во многих городах есть такая тревога, но эта тревога от простых землетрясений. Годзилла собой олицетворяет такое землетрясение. Я даже помню, была трилогия анимационных фильмов про Годзиллу. Это когда там через 3000 лет, через 6000 лет на Земле, что-то как. И там был очень классный такой момент. Там аборигены остались на Земле, и она говорит, вот, ее спрашивают, вы разве не хотите его уничтожить? И отвечает ему абориген, а разве на дождь можно злиться? Вы понимаете, то есть вот он есть, и это никуда не изменишь. Вот и так и появился Годзилла. Годзилла олицетворяет собой опасность всей природы, которая есть. Потому что японцы очень привыкли жить в этой опасности. В опасности того, что любой миг может стать последним, дом может разрушиться в любую минуту и так далее и тому подобное. Вообще, представляете, насколько сильна история кайдзю. Особенно Годзиллы. Да, сейчас я конкретно сделаю уклон на Годзилле, а не на Кинг-Конге, да, потому что, понимаете, да, Годзилла — это исконно японская вещь. Вы понимаете, вот я на самом деле, да, еще в детстве любил смотреть фильмы про Годзиллу, просто обожал их, прямо по частями смотрел, когда они проходили по телевизору. Эти фильмы начали сниматься еще в 1954 году, вышел первый фильм про Годзиллу, и потом пошло-поехало. Годзилла снова нападает, Кинг-Конг против Годзиллы, Мотра против Годзиллы, Гидора, Годзилла против монстра Зеро, Эбира ужас глубин, сын Годзиллы, уничтожение всех монстров, атака Годзиллы, Годзилла против Хедоры, Годзилла против Гайгана, Годзилла против Мегалона, Годзилла против Меха-Годзиллы, террор Меха-Годзиллы. И это я только дошел до 1975 года. И так далее, и тому подобное. Но понимаете, в чем дело? Вот смотрите, что дальше произошло. Я сейчас говорю про разные произведения, которыми, как мне кажется, вдохновлялся сейчас мангака. Он вдохновлялся, ясное дело, не только вот гигантской большой культурой, кайдзю культуры, понимаете, да? Но мне кажется, тут очень немалый вклад в его вдохновение вложил великий, неподражаемый Гильермо дель Торо со своим фильмом, который, если честно, мне он очень нравится, «Тихоокеанский рубеж» 2013 года. Понимаете, в чем дело? Я почему сейчас хочу обсудить конкретную картину, я про Тихоокеанский рубеж. Дело в том, что там, мне кажется, впервые за историю, впервые за создание фильмов про кайдзю была показана такая вещь, как после того, как кайдзю умрет, его исследование, его анализ, чистка города, восстановление города в конце концов. Если помните, там этому немалая доля экранного времени посвящена. Даже целые магазины продают это. Порошок из костей кайдзю, там... Его какие-то еще штуки, трюки, мозг и так далее, понимаете, да? Вот мне очень нравится, что вот данная история сделала главным героем одного из тех, кто этим занимается, понимаете? Снова же отдавая дань уважения людям невидимого фронта. Это могут быть обычные люди, это могут быть люди, работающие в автобусе, люди-регулировщики и тысячи еще многих обычных людей, у которых были свои мечты, свои цели в молодости. В конце концов, молодые силы, амбиции, но, к сожалению, вот происходит такое, что вот перевариваются рано или поздно эти вещи.
Поэтому мне очень близко данное произведение. И вот сейчас хочу перейти к главному герою, а точнее к Кафка Хибино. Он, блин, придется пахать сверхурочно. Вечно после 3-го дивизиона кишки по всему городу. И как там прикажете до конца недели управиться? И чем я только в жизни так провинился, а? Знаете, мне показалось очень любопытным, что главного героя зовут прямо как одного писателя Франца Кафку, который, честно признаюсь, я не читал, просто я помнил, что есть такой австрийский писатель Франц Кафка, и я подумал, что, господи, Кафка Хибино, ну, а вдруг есть какое-то, скажем так, какая-то связь. Я не знаю, может это обычное совпадение, но если я в будущем найду какую-то информацию, как что-нибудь такое, что мне покажется любопытным, что можно связать, то обязательно об этом расскажу. Сам кто такой Кафка Хибино? Это человек, очень интересный персонаж, на самом деле, для данного жанра. Почему? Если все прекрасно помнят, то все персонажи поголовно, что Сёнэнов, что Сенинов, очень часто, даже не просто часто, а кажется, в 99% случаях, это молодые пацаны или молодые девчонки от 16, ну даже с 13 до 18 до 20 лет, которые по полной программе уже, знаете, вошли в тонус, у них гормоны шалят, у них агрессия по полной программе, и они рвут до конца. Ну, мне кажется, вы понимаете, о чем речь. Такие молодое поколение пацанов или девчонок, которые готовы взять ситуацию в свои руки и победить. А тут ситуация наоборот. Здесь ситуация рассказывает о человеке, который мечтал обо всем этом, о чем я перечислил до этого, но никак этого не добился. По ряду причин. Могут быть миллион причин. Это может быть социальное положение, это может быть просто поворот судьбы, случая. Все что угодно может произойти в жизни, которое может повернуть твою жизнь на 180 градусов. А учитывая их ситуацию, да, то вообще к гадалке не ходи. Все что угодно может произойти. И этот человек нашел работу и хорошо, между прочим, нам очень прекрасно показали, как он хорошо в ней разбирается. Он не талантлив, он не хорош. Кафка, Идзума так образцы требуют. Вы что творите, придурки? А ну упустили обратно! Не боись, ты просто кожу обжег. Со мной такое раз 100 случалось. Ты за что? 2 дня подряд! Так ты ж по ним настоящий спец. Он прекрасно знает всю биологию уже этих монстров, что делать и как. Может быть, он эту работу не очень любит, но что поделать, у нее к ней талант. Хоть он этого и не хочет признавать, так как, ну, он мечтал об абсолютно другом, интерес был абсолютно другой. Ну, ясное дело, как мне кажется, что это ему в будущем очень-очень сильно пригодится. Вы представляете, вот какой у него большой многолетний опыт в изучении данных тварей. И поговорим сейчас об Итикаве параллельно вместе с Кафкой. Это Итикава, он будет у нас подрабатывать. В силы обороны метит. Понимаете, Итикава это он 10 лет назад. В этом мальчике олицетворяются все его мечты. То, что он над ним подшучивает, и то, что он стебет его, это, знаете, это абсолютно обосновано. И просто надо посмотреть в их отношения. Вот понимаете, Итикава это как будто он в миниатюре, и его это бесит. Новичок, ты на кишки. Есть. Туда тебя! И его это сильно раздражает. Господи, это же я 10 лет назад, и господи, как бы я хотел. Одновременно он хотел бы и вернуться в этот возраст, и хотел бы этот задор снова иметь, которого он больше не имеет. Прямо как в Рокки 3. Глаз тигра. Нету глаза тигра. Все, исчез глаз тигра. У Кафки нету глаза тигра, а у Итикавы есть глаз тигра. Но мы в данный момент увидели, что из себя на самом деле представляет Кафка. Нам не просто так показали этот... Первая серия вообще ознакомление с главным героем, и нам его показали с разных сторон. Нам пока, вот знаете, если честно, вот многие, перешагнувшие уже за тридцатник, вот такие мысли, как у него, я прекрасно понимаю. Я так-то из кожи вон лез. Но, как говорится, выше головы не прыгнешь. Понял? Короче, вот так. С возрастом поймешь. Не пойму. Так, стоп! Не смей загоняться! Нет! Чистильщики тоже не лыком шиты! Мы трудимся на благо общества! Вот одно из ключевых моментов в этом аниме, которое мне понравилось, в том, что люди такого возраста, вот понимаете, очень хорошо показали этот момент со стороны. И со стороны я смотрю и прямо даже себя вижу в какой-то момент, понимаете? Когда лежишь, когда смотришь телевизор и когда думаешь,
И пытаешься себя убедить, что не так уж все плохо, иначе если ты не будешь пытаться это делать, мозги тебя сожрут, и ты даже заснуть не сможешь, когда ты будешь хотеть спать. Я больше чем уверен, я не одинок в этом моменте, что вот когда ты хочешь спать очень сильно, но мысли пожирают твою голову, пожирают тебя полностью изнутри, и они нахлынывают волнами. Одна волна не прошла, вторая волна началась, и ты спать не можешь. И на утро у тебя болит башка так сильно, что ты не знаешь, что делать. А как же башка трещит. Нечего было долбаные новости смотреть. Вот прямо, знаете, вот очень классно показан этот момент. И это один из этих... Вот именно из-за такого момента меня очень сильно зацепила данная история. Очень. Также мы увидели, как Кафка спас Итикаву. Итикава! Со всех ног вали отсюда! Этим он показал свой истинный характер, свой истинный дух показал, который... Он считал, что у него нету, он полностью себя, он даже не понял этого. В нем это есть. Но он даже не понимал, что это в нем есть. Это в нем не раскрылось. Вот понимаете? Смотрите, что. Знаете, есть такая поговорка, что большой грех зарывать свой талант. Между прочим, он не зарывает свой талант. Он все равно каким-то образом его сублимировал и сумел реализовать в виде вот это отряд уборки. Ну, потому что у него реально хорошо получается. Но вы понимаете, как сработало в итоге все остальное. У него инстинкт спасателя. Он человека сразу же решил спасти. Он жалуется, он бесится из-за того, что вот вся так жизнь сложилась, но он все равно делает. Потому что это генетически заложено в нем. Он как один из этих... Вот знаете, он кто? Он как вот, если вы вспомните, уже... немного постаревший фильм Капитана Америка, точнее, извините, Первый Мститель, если в дубляже. Там эта история, ну, из Марвеловской вселенной, когда Стива Роджерса нам впервые представили. И когда, вот помните, он такой хиленький, но он все равно поступил в такой особый отряд, который готовился к тому, чтобы им ввели сыворотку. И там был момент, когда вот, ну, тест проходили, вот с гранаты, кинули гранату, и он кинулся на эту гранату. На войне нужна отвага. Граната! Бежим! Назад! Убегайте! Вот он кинулся на эту гранату. Абсолютно хилый, ничем не способный пацан кинулся на гранату. Вот такие люди есть. И знаете, в чем самое фиговое? Никогда не поймешь, никогда не узнаешь этого человека, пока вот эта критическая ситуация не произойдет, и когда все станет ясно. Вот это тоже очень грамотно было показано. И самое последнее. Итикава дал Кафке просто гигантский дар. Благодаря вам я пережил первый день. Большое спасибо. Возрастной порог подняли до 33 в силах обороны. Понимаю, не мне, конечно, вам советы давать, но вы были явно расстроены тем, что отказались от своей мечты. Ладно, попробуюсь еще разок в силы обороны. Вы даже не представляете, на каком уровне. Многие, мне кажется, представляют. Вы понимаете, в чем дело? Снова же в моем возрасте, да? Когда тебя утешают, говорят какие-то вещи, ты тысячи раз столько раз слышал, что тебе противно уже это выслушивать. Но вы не представляете, насколько бесценно, когда кому-то реально удается вернуть тебе надежду. Надежду. Надежду, знаете, на что? Надежду на мечту. Вернуть тебе, оживить твою мечту. Снова надеяться реально на что-то. Вы не представляете, как это оживляет. Молодые воспринимают это как должное. Но вы даже не представляете, насколько бесценно, когда кому-то удастся другому вернуть его мечту. Оживить ее. Заставить снова ей загореться в таком-то возрасте. А вы уж поверьте мне, его возраст 33, после 30, да, уже начинаешь более приземленно на вещи смотреть. И если в этом возрасте ты держишься все равно за свою мечту, или ты ее потерял и снова ухватился каким-то чудом, вы уж поверьте, это бесценный подарок. Дороже всего. Вот поэтому вот это был такой трогательный момент сейчас вот Итикавы и Кафки. Просто вот великолепный момент. Правда.
тронуло вот прямо до глубины души. И появился какой-то паразитик, который залез прямо... в глотку к нашему Кавке и ля-ля стал бог знает чем. И знаете на самом деле что? Господи, ну давайте, не ходи снова к прабабке или к гадалке. Ясное дело, атака титанов. Ну серьезно. Вот серьезно. Силу врага нужно использовать против него самого. Один из них стал тем же, и он борется против них. Господи, серьезно. Это прямо, знаете, это прямо Блейд. Это прямо Эрон. Это егер становится титаном и мочит титанов. Это как Блейд, который полувампир мочит вампиров. Понимаете, да? Контраст. Этот контраст всегда работает. Плюс бои вот одним кадром, когда вот туда летят, туда, направо, налево, тоже взято, ну ясное дело откуда, потому что, ну, это работает, это красиво, это элегантно, глаз радуется, глаз получает экстаз. Этим я хочу сказать, что это аниме вобрало в себе лучшие традиции кайдзю культуры, очень грамотно использовало находки, которые делали именитые режиссеры, очень грамотно использует. И также ударила в очень интересную тему, тем самым, между прочим, привлекая зрителя постарше, что самое интересное. Тему того, когда человек становится старше, но еще не старик, но что с этими ребятами происходит. И оно затронуло эту тему, и для меня это было весьма интересно. Плюс шутки просто вот очень крутые. Вот прямо... У мангаки великолепное чувство юмора, серьезно. Было от души, душа в душу. Вот, серьезно, вот было круто. Реально. Что ж, дорогие друзья, это была первая серия Кайдзю номер 8. Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Группа ВКонтакте, также, пожалуйста, на Бусти, где я выложил не одну, а целых 2 серии Кайдзю номер 8 заранее. Благодарю вас. Увидимся уже на 2 серии. И я очень надеюсь, что нам будет очень приятно смотреть данное произведение вместе.